Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. Отдельный привет и слова благодарности своим постоянным зрителям, своим подписчикам из разных городов, из разных стран. Очень приятно. Спасибо вам огромное за ваши отзывы, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с новыми ниточками, с новым крючком, с новым узорчиком. Схемки, к сожалению, я вам не дам, поэтому следите за руками, да. Слушайте. Смотрите, ниточки новенькие. На канале еще не было таких ниточек. Alize Burkum Baby Batik. Надеюсь, я правильно читаю. Итак, смотрите, что это за ниточки. В 100 граммах 210 метров. То есть это толще ниточки, чем все остальные, в которые мы вязали. Угу. Так, что здесь за состав? 100% акрил. Понятно? И нам здесь рекомендуют брать спицы от 4 до 6. Да, секционного окрашивания ниточки хорошо вязать спицами. Но мы не ищем легких путей, мы хотим попробовать крючком, как это будет выглядеть. И что-то мне подсказывает, что для таких толстых ниточек, а тем более у меня узорчик будет плотный, нужно взять все-таки крючок побольше. И поэтому сегодня я, смотрите, беру аж 5. Сразу перепрыгнула. То есть не 4, не 4,5, а 5. Посмотрим, что получится. Итак, цвет, кому интересен, цвет такой вот переходящий, видите? Называется цвет, надеюсь, правильно назову, 6950. Правильно? 6950. Ну что, приступаем. Кто давно на канале, знает, что я делаю небольшие образцы, да, в районе 30 петелек. Давайте мы сегодня с вами наберем. Ну, давайте наберем 25 петелек. Ну, пусть на 5 поменьше, да. Наберем 25 петелек. Итак, вначале мы делаем, как всегда, петельку фиксации. А в дальнейшем у нас здесь будут небольшие изменения. Мы не будем набирать с вами воздушные петельки, да, в качестве нашего наборного ряда. Мы с вами сделаем эластичный край, потому что узорчик будет плотненький и объемненький. И, естественно, он будет так вот его немножко вширь раздавать. И поэтому нам необходимо, чтобы краешек у нас тянулся. Вы увидите. Итак, смотрите. Вот мы сделали петельку фиксации. Далее делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Вот, видите? 1, 2. Считаем от крючка 2 петельку, то есть в обратном направлении. 1, 2. Вот во 2 петельку ныряем. Вытягиваем ниточку. И смотрите, как внимательно. Мы провязываем вот эту вот 1 петельку 1, а 2 петельку мы не провязываем. 2 петельки на крючке. Теперь провязываем 2 петельки вместе. Оп. Понятно? Далее смотрите. Вот у вас получается петельки. Вот петелька, да, вместе 2 петельки. А вот это вот 1 петелька. Вот возвращаемся в нее опять. 1 большая петелька, вы ее увидите. Вытягиваем ниточку и провязываем вначале 1 петельку. 1. Оп. 2 у нас так и остается на крючке. А далее 2 петельки вместе. Оп. Видите? И когда 2 петельки вместе провязали, мы эти петельки не считаем. То есть мы возвращаемся вот опять к этой 1 петельке. Вытянули ниточку и опять провязываем 1 петельку. Потом вместе 2 петельки. Оп. Опять вернулись к этой большой петельке. Вытянули ниточку. Провязали 1 петельку. Потом вместе 2 петельки. Понятно? Вот. Вот такая вот получается у нас картина. Вот у нас петелька фиксации 1. Да? Вот. Видите? Краешек, если внимательно посмотреть, он вот такой вот эластичный, тянется. То есть, когда цепочка, она так не тянется. То есть мы сейчас, смотрите, провязали с вами 1, 2, 3, 4. Да, вот наша 5 петелька, то есть 5 петелек провязали. И точно так же дальше продолжаем. Опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 1, потом провязали 2. Вернулись к 1 петельке, нырнули, вытянули, провязали 1, потом провязали 2 вместе. Опять к 1 вернулись, нырнули, вытянули ниточку, провязали 1, потом провязали вместе 2. И все. Понятно? То есть считаем. Внимательно. Посмотрим по нашим вот этим петелькам большим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Понятно? То есть 8 петелек. Давайте наберем 25. Точно так же. Вот видите, как тянется хорошо. И встречаемся. Договорились? Давайте. У вас получится. Итак, смотрите, готов наш, получается, первый наборный ряд. Да? Вместо воздушных петелек вот такой вот эластичный край. Видите, как он тянется? То есть вы можете использовать для других изделий, то есть возьмите себе на заметочку. Итак,
Что мы сейчас делаем? Давайте мы вот так вот провязали, да, последнюю петельку. Давайте вот вернемся вот нашу большую петельку и сделаем просто соединительную петельку, и все, начинается наш узорчик. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И сюда же, да, в эту, получается, петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 1 воздушная петелька. И сюда же опять ныряем и провязываем столбик без накида. Вот. Пока просто повторяйте. 2 петельки пропускаем. В 3-ю петельку делаем столбик с накидом. 1. Столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И сюда же опять ныряем и провязываем столбик без накида. Угу. Опять 2 воздушные петельки пропустили. В 3-ю ныряем, провязываем 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Воздушная петелька. И сюда же нырнули, столбик без накида. Все. И вот так вот вы должны провязывать до конца ряда. Ничего сложного. 2 петельки пропустили. В 3-ю провязали 2 столбика с накидом. 1, 2. Воздушная петелька. И сюда же нырнули, провязали столбик без накида. Красота, красота. Не сложно, не сложно. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот провязали пока непонятную красоту, да. И у нас остается, получается, один столбик, 1 петелька. Ныряем и провязываем полустолбик с накидом. То есть сделали, смотрите, накид, да, нырнули в петельку, вытянули ниточку и провязали 3 петельки вместе. Оп. Все, этим ряд заканчивается. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2, поворот. И теперь наша с вами задача работать в арочках, которые мы сделали из воздушных петелек. Помните, да? Вот воздушная петелька, вот эта арочка. 2 столбика с накидом, воздушная петелька, столбик без накида. Итак, делаем накид, ныряем в эту арочку и провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик, 2 столбик. А теперь мы должны с вами сделать точно так же воздушную петельку, как в предыдущем ряду, и столбик без накида, но с особенностью. Смотрите, вот наши 2 столбика. 1, 2. Мы ныряем в 1-й столбик, который идет после арочки. Вот таким образом захватываем его. Оп, видите, столбик получается за крючком. Вытянули ниточку и 2 петельки провязали вместе. Оп. То есть у нас получился столбик без накида, но не обычный, а он называется рельефный изнаночный. Идем далее. Накид. Перепрыгиваем вот в следующую, получается, нашу арочку. Столбик без накида, арочка, 2 столбика с накидом. Вот в арочку ныряем и провязываем опять 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Воздушная петелька и опять следующий столбик провязываем рельефным изнаночным столбиком без накида. Вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. За счет этого появляется рельефность и узорчик начинает приобретать объем. Когда будет побольше рядочков, будет очень-очень красиво. Все, продолжаем дальше точно так же. Опять перепрыгиваем в арочку. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петелька и следующий столбик предыдущего ряда провязываем рельефным изнаночным столбиком без накида. Все, ничего сложного. И вот так вы провязываете до конца ряда. То есть вы повторяете первый ряд, но с небольшим изменением. То вы провязываете рельефным столбиком, столбик, который без накида. Все. Вот такая красота. Видите? Объемчик начинает вырастать и будет дальше еще лучше. Все, до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, провязали практически до конца. Вот так вот он скручивается, но потом он выпрямится, будет красиво. Смотрите, 2 столбика мы провязали, да, нашу арочку, воздушную петельку сделали. И точно так же остаются 2 столбика. Мы 1-й столбик провязываем рельефным изнаночным столбиком без накида. А вот эти 3 петельки подъема, смотрите, делаем накид. В 3-ю петельку ныряем аккуратненько. И вытягиваем ниточку и провязываем 3 петельки вместе. Оп, все, на этом наш ряд закончился. Опять 2 воздушные петельки, поворот. Теперь мы будем работать с арочками этого ряда. Понятно? Тут четко уже видно, видите, рельефный столбик видно. Вот она наша арочка. И 2 обычных столбика с накидом. Все, делаем накид, ныряем в арочку, сделаем 2 столбика с накидом. 1, 2. Большим крючком неудобно вязать, когда вяжешь после маленького. Но ничего. 2. Воздушная петелька. И вот наш, да, столбик, 2 столбика. 1, 2. 1-й столбик провязываем точно так же. Будет рельефный изнаночный столбик
без накида. Все. То есть по факту у вас получается один ряд – это есть узор. Вы его повторяете из ряда в ряд, из ряда в ряд, из ряда в ряд. Понятно? Вот рельефный столбик, вот арочка. Опять ныряем в арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Воздушная петелька. И следующий столбик провязываем рельефным изнаночным столбиком без накида. Все. Все. Вот это вся сложность этого узорчика, что называется, да, и вся прелесть его. То есть вы сейчас провязываете до конца ряда. Так? Точно так же к третьей петельке подъема присоединяетесь полустолбиком с накида, поворачиваетесь назад и то же самое опять провязываете. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получается, а получится очень-очень красиво. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот провязали несколько рядочков. Так, вот такой вот объемный узорчик получается. Но какой момент, какой нюанс. Если мы начинали с вами эластичным краем, да, давайте и закроем тоже эластичным краем. Смотрите, видите, он также тянется. То есть не как столбики, мы закрываем столбиками, да, получается он у нас как бы такой плотненький, не растягивается. Итак, смотрите, у нас получается 3 петельки рельефная, да, рельефный столбик и 2 столбика, которые обычные столбики с накидом. Воздушную петельку мы не считаем. То есть провязываем только столбики. Столбик, столбик, столбик. Столбик, столбик, столбик. Итак. Смотрите, ныряем в рельефный столбик, вытягиваем ниточку, провязываем вначале первую петельку, а затем 2 петельки вместе. Оп, понятно? 2 столбика, ныряем в верхушку столбика, вытягиваем ниточку, провязываем вначале первую петельку, а потом 2 петельки вместе. Точно так же следующий столбик. Вначале 1 петельку, потом 2 петельки вместе. И переключаемся на рельефный столбик. Рельефный точно так же. И 2 обычных столбика. Раз, провязали. То есть мы провязываем точно так же, как мы с вами набирали. Помните, да? То есть 1 петельку вначале 1 провязываем, а потом 2 вместе. Здесь то же самое. И по итогу у вас получается точно такой же эластичный край. Давайте провяжем до конца, да? Я до конца завершу. И здесь мы с вами встретимся. Итак, смотрите, что у нас по итогу получается. Вот такой вот необычный, интересный, объемный узорчик. Видите? Как бы такие вот небольшие, скажем, 3D-элементы все-таки видно. Узорчик получается двусторонний. Закончил я эластичным краем, да, и начала эластичным краем, то есть ничего не стягивает. На ощупь очень приятно, то есть такой вот рельефный. Естественно, в первую очередь из-за цветовой палитры в голову приходит это что, детский плед, да? Плюс ко всему сразу же подумала, так вот пощупала, что это может быть коврик. Вы знаете, какой он такой рельефный, такой мягенький. Из этой же ли пряжи, из другой ли пряжи, даже полиэфирный, полипропиленовый шнур. Отлично будет. Очень интересно и необычно. Если брать не такую яркую цветовую палитру, да, то, естественно, это могут быть взрослые вещи. Это как кофты, кардиганы, снуды, шарфики, да, возможно, шапочки и так далее. То есть обязательно смотрите, обязательно вяжите, обязательно пробуйте, из такой ли пряжи или из пряжи потоньше. Акрил, конечно, да, мягенько, но такой толстоват он из этой пряжи получается. Видите, какой узорчик? Толстенький, пузатенький. Итак, набирали, получается, мы 25 воздушных петелек, потому что у нас сегодня пряжа потолще, да, и крючок у нас побольше. Сколько же это получается? Из-за того, что пряжа большая, крючок большой, естественно, вяжется быстрее. Итак, ну вот 21,5 сантиметров, да? А тут у нас получается один ряд, считаем. Тут получается 2 ряда, 2, 4, 6, 8, 10. Первый 11 и закончили 12 и 13. Итак, 13 рядочков. Это 11,5 сантиметров. То есть вот он за счет рельефа, да, он немножко так скукоживается, но все равно отличный, шикарный, необычный, в копилочку ваших узорчиков. Возможно вязать его и из остатков пряжи. Один ряд одним цветом, другой ряд другим цветом и так далее, и так далее. Из одного цвета будет тоже шикарно смотреться. И из такого секционного, в принципе, тоже, смотрите, забавно, да? Интересно. Я, как всегда, жду ваших комментариев, кто вязал этим узорчиком, либо кто-то планирует, например, да, какие-то ваши фантазии, идеи, дизайнеры, вы же большие. Так что пишите в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. Не забывайте ставить лайки, да, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новинки на канале. И под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.